Да, огонь, думаю, порисую-ка я снова. Сейчас приду куда-нибудь туда. Наконец-то снова выбрался наружу, немного практики, потому что засиделся в этих полукабинетных, полудомашних условиях, когда ты не сравниваешь свое типа умение рисовать с тем, что показывает тебе реальность. Вот, нужно сталкивать себя с этой большой проблемой. Столкнул не очень удачно, получилось фигово, но окей, это подход. У нас сначала, кофе. У меня как практически происходит это все. Я немножко перед тем, как, например, рисовать что-нибудь, я сижу и стою и смотрю. И смотрю минут 10. Я могу, например, пить кофе и анализирую ситуацию. А потом начинаю рисовать. Не прихожу и рисую сразу же, а мне немного нужно понять, что имел в виду архитектор, который это все рисовал. Ну, я делаю такое, как будто бы конструктивное простроение у себя в голове и сличаю это пространство с пространством листа. Не знаю, как объяснить. Да, просто объяснить. Беру и вкладываю картинку примерно плюс-минус пространством моего листа, на котором я буду рисовать. И делаю это сначала в голове. Не знаю зачем. Слушайте, поделюсь немножко странным. Сейчас выбираю место, где сесть рисовать, и на автомате думаю, где мой объем как человека будет подчеркивать архитектурные достоинства этого места, и автоматически иду туда. Вот проблемы прям постоянного проектирования в голове. Ты уже себя воспринимаешь как элемент этого контекста, архитектурного контекста, и стараешься поместить себя туда, где это не испортит контекст, а подчеркнет. Вон туда хотел. Стою и думаю, или развернуть вот это формата А2, большую штуку, или поюзать вот этот альбомчик формата А3. Ну, наверное, с альбома попробую начать, посмотрю. И буду рисовать углем. Тыдын, этим карандашом. Вот супер классно, когда тебе не нужно очень много всякой ерунды для того, чтобы начать рисовать. И я думаю, у меня есть рюкзак, и то, что в него помещается, вот того мне и должно быть достаточно. В другом отношении я могу это свернуть там каким-то образом, или вообще там все что угодно придумать. Хоть резать листы на части, потом склеивать, не знаю. Но я должен уместить, я не хочу носить с собой большую историю. Но, может быть, буду. Не знаю, я просто думаю, если мне большой формат, там формат А2, сумка, если он будет прям заходить, ну, буду таскать сумку. Но, блин, как неохота. Так хочется, чтобы это все влезало в рюкзак и просто больше ни о чем не думать. Думаю. Вот так двигается понемножку. Вроде бы фигура вырисовывается. Но это, конечно, непросто. Но кайф угля в том, что минимализм и объем получается очень быстро. На самом деле, вон он такой крутой, прям вообще крутой. Вот что мне нравится в технике рисования углем, это фрагментарно и в технике рисования пером, и с размытием чернил. Это, ну и в перьевой технике в чистой тоже есть, когда ты делаешь на правильных акцентных местах небольшие пометки, соответствующие форме предмета. Делаешь чуть растушевки, чуть-чуть. И такое ощущение, что все, что ты изображаешь, оно уже сложилось. То есть ты раз, два, три сделал моменты, 3-4 штриха, а уже есть понимание, узнаваемое понимание вот той формы, которую рисуешь. Я вот в это врубился на набросках, на быстрых набросках обнаженки. Когда времени очень мало, а тебе нужно нормально нарисовать. Потому что, может быть, это можно будет показать модели. Почему нет? И вот, если в правильных местах кладешь вот эти правильные акценты, то как будто бы ты почти ничего не сделал. И прошло времени там меньше минуты, а ты уже все нарисовал. Круто. Ну, в таком прям плюс-минус приближении. Да наплевать мне на проработку. Проработка, может, дальше и мешает. Вот не раз видел такую штуку у себя, что делаешь, когда минимально нарисовано, обалденно. Когда дальше начинаешь уточнять,
Вот тогда начинаются прям проблемы. В Питере немножко темнеет, а ситуация развивается у меня на листе вот таким образом. Немножко трудновато, да, но я стараюсь. Стараюсь. Даже кофе вон забыл. И в этот раз я прям зря снова поленился и зря взял маленький формат. Нужно было брать большой. Это просто вот его вытаскивать неудобно, его растопыривать неудобно. Все неудобно. Тебе и ветер дует, там, короче, и прохладно чуть-чуть, и люди смотрят там туда-сюда, там, стоишь, думаешь, как это все выглядит вообще, блин, нужно было забить, не использовать формат А3, а растопыривать большой формат А2. И удобно, неудобно, а просто пропускать себя через эту, блин, практику. Нужно было. Завтра попробую. В общем, наверное, вот так. Уже слабо фокусируется мой телефончик. Я тут проработал разные моменты. Колонны добавил. Нормальный вид. Все равно синюшный. И его привел в более-менее порядок. И вон он там. И покажу в целом. Примерно это выглядит вот так. По-бом. И с углем нормальные вроде эксперименты. Ну, короче, мне нравится. С углем мне нормально нравится. И давно лежит сепия непопробованная. Непопробованная на планерных условиях. Сангину вроде попробовал. Ну, короче, нужно пытаться. Завтра снова иду в академию, снова эти занятия, преподаю ландшафтную архитектуру. И там, может быть, если будет погода. Сегодня погода была обалденная. Там первый раз с осени было плюс 15. И это восторг. Я ходил наконец-то в пиджаке. Я супер люблю пиджак. Вот. Если завтра тоже нормальная погода, может быть, засяду после своих пар где-нибудь в академии, в парке. Там есть крутая башня, старинная крутая башня, может быть, ее порисую. Не знаю, посмотрю, как пойдет по ситуации. И точно не буду ужиматься в этот маленький А3. Буду прям по правде на А2 рисовать. Ну, еще один пленер. Плюс. Блин, клево. И время допить остатки холодного кофе. Начали подсветку. Заседал я вот здесь. Удобно смотреть. Объем архитектурный свой я хотел посадить туда, как элемент, ну, конечно, сильно проигрывающий этим скульптурам, но все равно. Смотрите, какой он крутой вообще. И у меня тут такой, вот тут один рисунок большой, вот тут поменьше рисунок, а вот здесь пустой лист. Я его прилепил, наверное, неделю назад. Все, я думал, вот я буду вести стрим и буду на нем рисовать. Он висит чистый. Что я? Точно, я же работаю, да. Что это за такая штука? Я не рисую кисточкой, но я постоянно кисточку в руках держу. Я пытаюсь вот это отработать. Типа, может быть, если я отработаю вот эту мелкую моторику, то и рисовать буду симпатичней. Короче, я прорабатываю такое допущение. Попробую. И с этого ракурса тоже. Надо бы на самом деле порисовать мне колонны. Да. Ордер. Ну, походу, я сегодня попрактиковал. Молодец. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. И смотрите в описании к видео ссылки на мои платные уроки и бесплатные уроки. Если кто-то хочет бесплатные уроки, там очень много плейлистов про то, как рисовать ландшафтную архитектуру, в путешествиях, очень много. И про проектирование тоже. Кто хочет платные уроки, чтобы там четенько было все прям разобрано, прям доходчиво, то сервис Boosty у меня внизу и в шапке профиля.
можно подписаться. В общем, вот, хорошей практики. Тоже давайте делайте планер. Практика, практика, практика.